Валера был очень популярным парнем во всей деревне. Без него не делалась ни одна работа. Он был мастером на все свои золотые руки. Уже с юных лет отец научил его работать на тракторе. За помощь деревенским жителям с огородами Валера заслужил приличную репутацию. Он не только отлично управлялся с трактором, но также хорошо разбирался в различных электронных штучках, механике, понимал, как использовать те или иные приборы. Буквально был богом всей техники. Однажды весной Валерке было поручено вспахать колхозное поле для посадки картошки. Ох, и хорошо было той весной, птички поют, природа оживает, молодежь начинает общаться и веселиться, ходят в деревенский клуб на танцы. Однако Валеру такое времяпрепровождение мало интересовало, он не особо любил общаться с людьми, ему больше по душе была техника. Вот он сел в свой трактор, включил музыку в наушниках, дабы не слышать рев мотора, и поехал перепахивать поле. Кстати, упоминая молодежь, стоит отметить, что Валерка был самым желанным женихом каждой деревенской девицы. Все местные девчушки знали его, почти каждый он в чем-то помог по дому. Они буквально души в нем не чаяли. Он привлекал девушек любого возраста, все на него вешались те, кому уже подступил возраст замуж выходить. Все хотели себе Валерку урвать, пока другие не забрали. Все на него вешались, в постель хотели затащить, забеременеть от него, замуж выскочить и жить с ним долго и счастливо, как в сказках. Однако Валеру подобные вещи не особо интересовали. Он не был из глупых мальчишек, которые влюбляются в первую встречную. Он искал ту единственную, которую полюбит по-настоящему. А деревенские претендентки его не особо заботили, он считал их легкомысленными и доступными. Ведь как только на горизонте замаячит другой мужик, они тут же побегут вешаться на него. Зачем же жениться на таких? Подобные мысли посещали Валерку во время работы на тракторе, как неожиданно из-за бугра навстречу трактору выскочил волк. Валера с испугу дал по тормозам. А волк совсем не испугался, напротив, встал как вкопанный, будто что-то защищая. Валерка пытался отпугнуть его, сигналил, махал руками, даже тапочком в него зашвырнул бесполезно, как стоял, так и стоит. И тут у Валерки в голове пронеслась страшная мысль, а может быть, какой-то гад бесчеловечный хотел, чтобы я придавил животину и специально его тут привязал. Парень очень любил животных, поэтому если бы совершил такое преступление против природы, то простить бы себе не смог. Ладно, нужно его как-то отогнать, чтобы ненароком не задавить бедного зверя, а если будет нападать, обратно в трактор заберусь, подумал про себя Валера. Выскочил он из своего трактора, заранее прихватив с собой черенок от лопаты, и стал им размахивать перед мордой зверя, а он все равно не уходит и не кидается. Странно, однако Валера приблизился к зверю еще на несколько шагов и не заметил никакой веревки. Значит, зверь не привязан, но не отходит от места ни на шаг. Вдруг Валера заметил под брюхом волка нечто странное. Пригляделся, и аж в холодный пот бросило. Из-под земли торчала человеческая рука. Валера не на шутку перепугался, даже перекрестился. Вот же зверюга подлая, охраняет свою добычу. «Ну чёрт тебя подери», — начал браниться парень. Понятное дело, что закопанный человек — это дело не волка, а какого-то другого человека, преступника. Вот ведь бедолага, это ж кто с тобой так поступил? И ведь не нашел бы тебя тут никто потом, если бы я тебя переехал, — говорил вслух огорченный мужчина. Еще председатель предъявил за сорванную смену. Ну что такое, причитал он, теперь надо вызывать полицию. Но Валера не успел даже начать нажимать на кнопки телефона с цифрами, как торчащая рука зашевелилась. Подбежав, мужчина заметил женщину. Вызвав скорую, ее доставили в первое отделение. Жизни ей ничего не угрожало, всего лишь несколько царапин на теле. Вскоре женщина была так благодарна трактористу, что решила с ним увидеться. В конечном итоге у них образовалась семья и родился замечательный малыш. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.